Мы находимся в музее русской иконы, который в свое время вдохновил и предоставил экспертов высшего класса в сфере искусства, благодаря которому была написана книга «Русская икона». Принципиальная позиция основателя музея Михаила Абрамова заключалась в том, что музей должен быть общедоступным и бесплатным. Он не продавал иконы, как и коллекционер Олег Кушнирский, которому удалось сохранить коллекцию поздней русской иконы в самые непростые времена. Илья, вы являетесь директором Russian Icon Collection. А как вы вообще пришли к этой деятельности и в какой момент поняли, что это является вашим призванием? Я пришел к этой деятельности на момент, когда я закончил свое второе образование. У меня образовалось такое ощущение, что появилось свободное время. В то же самое время я не был готов принимать какие-то решения по карьере. То есть я учился, и на момент, когда я закончил свое экономическое образование, у меня было такое ощущение, что я не очень хочу идти я был не уверен, хочу ли я идти по Профессии. карьерной лестнице, идти куда-то работать в большую фирму, в банк, как пошли многие однокурсники мои после MBA. И осознавая, что у моего отца была все время мечта сделать его коллекцию публичной, выпустить книгу, быть частью, может быть, какого-то музея, сделать это таким мировым достоянием в мире религиозного искусства, русско-ортодоксального искусства, то у меня появился вот этот шанс, и самое главное, появился интерес. То есть было свободное время, я все детство провел с моим отцом, был рядом в тех моментах, когда он приобретал эти памятники. То есть я всегда как-то ощущал себя частью этой деятельности, но не принимал активного участия. Я бы сказал, прямого участия в этом. То есть оно всегда было в семье, как-то понимал папину любовь к коллекционированию, видел все это. И мне хотелось как-то не то чтобы повлиять, а может быть сформировать свое участие в этом. Поэтому я стал интересоваться этим с точки зрения именно проектирования, как сделать книгу, стал читать про это. И впоследствии это где-то 2018 год, то есть примерно, да, 6 лет, 7 лет. 2017 я стал об этом разговаривать, скажем так, общаться с отцом, узнавать через его контакты. Самое главное, вышел на музей русской иконы, познакомился с Николаем Васильевичем Задорожным, узнал главных экспертов, можно сказать, в мире по русской иконе, связался с ними, связался с Анной Иванниковой. И потихонечку стал этот процесс двигаться по изучению самой коллекции, научному изучению, написанию текстов, проработке самой концепции книги, разработке дизайна, нахождения других научных исследователей, кто высказал свою позицию по культурологии. И весь этот процесс, то есть это не была моя основная работа. Я потом начал заниматься своим транспортным бизнесом в сфере арт-услуг. Но это стало одной из моих таких основных увлечений. То есть я очень глубоко в это погрузился и прям намерен был дойти до там, где я есть сейчас. Как вы пришли к идее создания книги «Русская икона»? Насколько я знаю, она писалась целых 7 лет. Почему так долго? 7 лет это мы утрируем весь процесс. То есть на самом деле я бы сказал, сама книга писалась, наверное, года 3. Просто путь к всему этому процессу, как я говорю. Длился 7 лет, да. Да, то есть от начала до сегодняшнего дня, где уже проведено более 6 презентаций в очень известных музеях.
как вот музей русской иконы, невьянской иконы, казанской иконы, музей христианской культуры, а, какие еще? Новгородский заповедник, Угличский музей. И впереди вот у нас Палих, можно сказать, родина самих памятников. Основная масса из них, они из Палиха. Поэтому это будет прям такая трогательная презентация с местом, где, можно сказать, эти памятники зародились. Вот. Но в целом это 7 лет до сегодняшнего дня. То есть если считать с момента, когда зародилась эта идея, то она зародилась у отца еще, может быть, там четверть века назад. А с момента, как я к ней подошел и захотел реализовать это, то это вот примерно 7 лет. Потом это переговоры, договоренности, нахождение экспертов, биографов, людей, кто... Ну, то есть это весь Да, общий это процесс абсолютно весь занял процесс. 7 лет, да. Да, То есть не само да. написание, я поняла. В коллекции вашего отца превалирует сцена «Воскресенье сошествия в ад». Целых 13 икон, если я не ошибаюсь, с таким сюжетом. Чем это обусловлено? Мне сложно так трактовать именно его преференции, вот, но вот насколько вот мои воспоминания и почему он какие-то предметы покупал, у него было вот ощущение, он покупал вещи из-за их красоты. То есть в каких-то ситуациях это было... То есть эстетика. Для него было важно вот именно красота самого предмета. Это превалировало во многом. Именно поэтому он выбрал позднюю русскую икону, потому что для него она была самой как бы красивым периодом именно по такой, я бы сказал, такой духовной красоте. То есть это предметы, которые именно красивые. Вот у меня в детстве запоминается, вот, что вот прям вот ты получаешь как вот как такой каталог сказок. Ты вот смотришь, и там можно каждую из вот частей праздников рассматривать. И вот у меня такие как бы воспоминания, поэтому, судя по его ощущениям, как он приобретал эти предметы, это на тот момент не было какой-то научной концепции. Ну, во-первых, он не все мог отбирать, то есть там древнюю икону он не собирал. Он не гнался там за какими-то стоимостью. У него не было задачи, чтобы инвестировать в предметы. Он именно просто покупал для себя, потому что ему нравилось, поэтому вполне возможно, что вещи повторялись, где-то он находил, ему нравился этот сюжет, он его приобретал. То есть это чисто такое вот рефлексия самого основоположника этой коллекции, человека, который отражает вот его... Внутренний мир. Думаю, что да. То есть это Ну, просто... вообще каждая коллекция считается отражением внутреннего мира коллекционера, да, и, в принципе, неким его портретом. Вообще так считается. Вы с этим согласны? Я думаю, что отчасти да, плюс, как вот я сейчас понимаю, заранее, когда вот он это собирал, у него вот мечта, что в перспективе это будет книга, а книга будет на века, книга будет для всех. То есть у него заранее это было, и по этому принципу он собирал многосюжетные иконы, потому что многосюжетную икону ты можешь разбить на разные сюжеты, и получается из одной иконы у тебя уже как бы целый рассказ. То есть в те же, например, праздники, то у тебя сразу получается целая красивая история. То есть у него еще вот такая загадка была, то, что, как я понимаю, он заранее мечтал о этой книге. Что вы считаете жемчужиной коллекции Олега Кушнирского? Я думаю, это все-таки Минея, вот, потому что там по-настоящему есть уникальная Минея из 12 памятников. Она там в книге указана как один памятник, потому что это, ну, цельная Минея. И уникальность ее — это то, что она была исполнена полностью как бы одним иконописцем. Вот. И она в превосходном сохранном состоянии. То есть там минимальная реставрация,
И там, где она была, там либо в доме, ну, за ней очень бережно относились. То есть предмет на самом деле уникальный. Потом есть, со слов Анны Иванниковой, человека, который исследовал эту коллекцию, там есть один предмет Палиха, который подписной. То есть, насколько я понимаю, подписные предметы Палиха обозначали, что сам мастер или семья, которая приобретала как бы этот предмет, имела довольно как бы сильную, я бы сказал, ну, наверное, на тот момент нельзя было так говорить, но как бы сейчас я бы сказал, сильную культурную стоимость. Вот. То есть это значимый предмет, потому что он подписной, и мастер имел значимость на тот момент. Отличительной особенностью коллекции вашего отца Олега Кушнирского является то, что она собиралась в Америке. Какой интерес вообще на Западе сейчас вызывает русская икона? Я бы сказал, что интерес, безусловно, есть. Вот. Есть интерес музеев проводить выставки. Есть, самое главное, интерес людей, так как религиозное искусство, ортодоксальное религиозное искусство, оно имеет важность в истории. И вот могу говорить только за себя. Вот те отклики, которые я получил, когда я связывался с мировыми музеями, после того, как вышла книга в обиход, то я получил очень позитивные отклики из абсолютно разных точек планеты. То есть можно сказать, что религиозное искусство вне политики? Я бы сказал, что люди смотрят на это как на искусство, люди смотрят на это как на духовность. Я предполагаю, это только мое такое предположение, что, наверное, какие-то большие институции, музеи, может быть, имеют какие-то оттенки предпочтения, то есть, но вот как мы получили, то есть музеи и в Аргентине, и в Бразилии, и во Флоренции, и во Франции, то есть разные сообщества. Понятно, что это не Лувр, который там загорелся, вот, но это музейные уровни, то есть это музеи, какие-то музеи, музейные площадки. Вот, в Буэнос-Айрес это музей фонда Наум Кноп. Это очень известный скульптор, можно сказать, один из самых высоких скульпторов 70-х годов, современников. Ну, мировой известности, во всех музеях мира есть. И они, когда узнали, что мы хотим провести выставку икон в Буэнос-Айрес, то есть они просто там 2 руки подняли и сказали, мы вам выделим весь музей, мы подтянем организацию, нам очень интересно. То есть, ну, есть интерес, безусловно, есть интерес, особенно в местах, где есть русскоязычная диаспора. Учитывая, что сама тематика тоже специфическая и узкая, вот, когда ты это предлагаешь, это вызывает интерес.